Невероятное поднятие Гималаев. Поднятие Гималаев продолжается со скоростью от 3 до 10 мм в год, и это придает этому процессу необычайную значимость. Его масштаб ежегодно напоминает нам о стойкости силы природы. Совместно с массивом Эверест также слегка подрастает, что делает его величественным символом планетарной деятельности. С конца 19 века высота этой величественной вершины немного увеличилась, утвердив Эверест в роль главного пика Земли. Сложные геологические процессы в недрах Гималаев приводят к землетрясениям и уменьшению ледников, что в свою очередь создает новые угрозы для населения, проживающего в этой горной системе. Специалисты продолжают изучать, как поднятие массива может повлиять на климатические и гидрологические характеристики региона. Ведь изменения на высоте вызывают цепной каскад непредсказуемых последствий. Но не только в Гималаях природа оставляет нам свои загадки. Одна из величайших тайн скрыта под ледяным покровом Антарктиды, где изменения в ледниках вызывают множество вопросов. Что же происходит в этом вечно замороженном континенте и какие открытия еще ждут ученых? Давайте отправимся в долины далекой ледяной пустыни, чтобы узнать больше. Загадочные изменения Антарктики. Антарктида продолжает нас удивлять. Недавние наблюдения показали, что ледяной щит этого континента, вопреки давнему тренду таяния, за последние годы увеличился в массе. Кажется, виной всему аномально высокие снегопады, добавившие примерно 108 гигатонн льда в год. Это временное явление озадачило ученых, поскольку контрастирует с предыдущими наблюдениями за постепенным сокращением ледников. Поверхностные озера и сталые воды, появляющиеся на леднике, были известны ранее и остаются предметом изучения, хотя их возникновение всегда вызывает интерес. Эти водные образования зависят от сложных климатических условий, которые все еще не до конца понятны. Однако недавние изменения в океанических и атмосферных циркуляциях поднимают важные вопросы о будущем ледяного континента. Подледные реки и изолированные экосистемы Антарктиды уже давно стали объектом исследований. Они продолжают интриговать ученых, открывая новые горизонты в понимании того, как жизнь может выживать в экстремальных условиях. Эти открытия подтверждают, что Антарктида хранит еще много тайн, которые ждут своего часа. Возникает вопрос, какие еще сюрпризы скрывает география нашей планеты? Например, что заставляет бескрайние пески Сахары вновь принимать зеленый облик? Необъяснимо много сенсаций вспыхивает в пустынях, заставляя задаться вопросом, не связано ли это с теми же климатическими переменами? Возвращение оазисов в Сахару. Сахара, величайшая пустыня на Земле, по-прежнему скрывает свои тайны. Наблюдения показывают, что в последние десятилетия здесь происходят кратковременные озеленения. Причины этого – аномальные ливни, преимущественно летом, вызванные сезонным сдвигом внутри тропической зоны конвергенции на север. Эти феномены не являются устойчивой тенденцией, а лишь зеркалом капризов климата, которые внезапно оживляют иначе бесплодные просторы. Современные проекты, такие как лес Сахары, попытка создать оазисы в пустыне с использованием сложных технологий, пока остаются локальными и экспериментальными. Они охватывают лишь крошечные участки огромной Сахары. До тех пор, пока пустыня не подвергнется кардинальным изменениям, она напоминает о своей исторической роли. До 5-6 тысяч лет назад эти земли действительно были зелеными, поддерживали экосистемы и древние культуры, и с тех пор стали бескомпромиссной и жаркой территорией. Когда мы говорим об изменении ландшафта, нельзя не упомянуть Аральское море. Спустя десятилетия от его некогда обширных водных просторов остались лишь воспоминания. Это результат неосторожной человеческой деятельности. Планы по перенаправлению водных ресурсов для развития сельского хозяйства обернулись экологической катастрофой. Региональный климат резко ухудшился, а миллионы людей оказались в сложных условиях. Эта история наглядно демонстрирует, как наше взаимодействие с природой может приводить к необратимым последствиям. Такие примеры заставляют задуматься о крупных изменениях, происходящих прямо под нашими ногами. Исчезновение Аральского моря. Аральское море, некогда являвшееся одним из крупнейших внутренних водоемов на Земле, располагалось в Средней Азии на границе Казахстана и Узбекистана. В 60-х годах 20 века оно стало необратимо изменяться. Основной причиной этому стало массовое перераспределение стока Амударьи и Сырдарьи для орошения полей. Эти действия привели к тому, что отступление воды из моря превратилось в настоящую катастрофу. Ландшафт начал стремительно видоизменяться. Вместо единых водных просторов возникли два отдельных водоема – Большой и Малый Арал. А на высохшем дне образовалась пустыня Аралкум. Соленость воды возросла в 10 раз, что уничтожило местную флору и фауну, сделав море почти безжизненным. Последствия для здоровья населения стали очевидными. Токсичные пылевые бури распространяют соли и пестициды на тысячи миль, угрожая людям и губя плодородные земли. Полное восстановление Аральского моря невозможно, но усилия по сохранению северной части поднимают благосостояние региона. Казахстанская дамба Кок-Арал – яркий пример надежды на стабилизацию утерянного. Ученые со всего
всего мира продолжают искать решения для сохранения сохранившихся водоемов. Но на горизонте появляются новые вызовы. Непрерывные изменения топографии Земли не перестают поражать своим масштабом и непредсказуемостью. Появление новых вулканов. В мире вулканов каждое новое образование – это удивительное явление. Например, в 2024 году на Камчатке лавовый купол на вулкане Шевелуч вновь привлек внимание исследователей. Формирование таких образований свидетельствует о непрерывной активности Земли. Движение тектонических плит и процессы внутри Земли приводят к появлению новых вулканов, как это происходит в районе горячей точки, формирующей Гавайские острова. Новые вулканы изменяют привычный ландшафт и создают живописные виды. Но смотрите дальше, чтобы узнать, что даже подводные извержения могут подниматься над уровнем моря и порождать настоящие вулканические острова. Этот процесс наглядно демонстрирует силы, работающие в недрах нашей планеты. Пепел от извержений, наслоившийся на Землю, не только вредит экологии, но и приносит свои плюсы. Фермеры, живущие в вулканических регионах, знают, что почва, обогащенная вулканическими элементами, отличается особой плодородностью. Это дарует новую жизнь растениям, несмотря на риск массивных извержений, таких как в 2022 году, когда Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвал цунами и атмосферные изменения, что привлекло внимание ученых по всему миру. Череда вулканических событий напоминает нам о непредсказуемости сил природы. И даже в условиях динамичных изменений топографии всегда найдутся непостижимые явления, которые продолжают удивлять и побуждать к исследованиям. Будем следить за тем, как эти грандиозные природные события влияют на нашу планету и поиски разгадки того, что делает ее такой живой и загадочной. Необъяснимая тайна ледников. Ледники, эти величественные гиганты изо льда и снега, начали таять с тревожной скоростью. Ученые бьют тревогу, отмечая существенное ускорение таяния за последние десятилетия. Важнейшей причиной этого изменения является повсеместно отмеченное глобальное потепление. В свете этих изменений наш климат приобретает непредсказуемый характер. Необычное потемнение поверхности ледников из-за загрязнений, таких как пыль и сажа, является дополнительной угрозой. Пониженная альбедо приводит к большей поглощаемости солнечного света и последующему ускорению таяния. Эти явления взаимосвязаны с доминирующим фактором – повышением температуры Земли, что только усиливает драматизм текущих изменений. Увеличение объема пресной воды в океанах угрожает глобальным течениям. Это особенно актуально для арктических регионов, где подтаивание грозит ослаблением важнейшего океанического механизма – атлантической меридиональной циркуляции. Такие перемены могут кардинально изменить климатические условия в различных частях планеты. Такие последствия вызывают все больше вопросов о будущем нашей планеты и взаимосвязанных экосистем. Быстрое таяние ледников несет значительные угрозы для прибрежных сообществ, биоразнообразия и в конечном итоге для нас самих. Постоянная работа ученых помогает глубже понять, как устойчивое взаимодействие множества факторов влияет на эти величественные природные образования. Это научное любопытство остается ключом к пониманию и смягчению последствий таяния ледников. Но в то время как ледники постепенно исчезают, природа продолжает преподносить новые сюрпризы, как, например, реку, кардинально изменившую свое направление. Такие явления заставляют нас еще раз задуматься о величии и непредсказуемости сил Земли. Река, изменившая направление. В 2016 году река Слимс, протекавшая на канадской территории Юкон, стала свидетелем драматических изменений, которые удивили и озадачили ученых. В течение считанных дней поток реки, существовавший несколько тысяч лет, прекратился. И причина этому – глобальное потепление. Ледник Каскавулш, который служил основным источником питания для реки, начал отступать. В итоге его талые воды перенаправились с северного стока на южный, запустив необратимый процесс. Река Слимс фактически исчезла. Вместо того, чтобы продолжать свой маршрут к озеру Клуэйн и далее к Берингову морю, воды стали вливаться в другую речную систему, ведущую к Тихому океану. Это событие прозвали речное похищение, когда одна река захватывает воды другой. Новая реальность повлияла в первую очередь на экосистему региона, которая до недавно полагалась на стабильный поток этой реки. Примечательно, что имя реки Слимс происходит от имени вьючной лошади, утонувшей здесь во времена золотой лихорадки 1903 года, в то время как канадская река исчезла. Геологи в Америке наблюдают другие земные феномены – линейные разломы, которые могут раскрыть новые тайны нашей планеты. Линейные разломы Америки.
Разломы в США, такие как Сан-Андрес, являются воплощением мощных природных сил. Этот разлом, протянувшийся вдоль Калифорнии, служит уникальным примером взаимодействия Тихоокеанской и североамериканской тектонических плит. В последние годы ученые были поражены, обнаружив, что ранее спокойный разлом Конкорд в Калифорнии начал смещаться, проявив смещение грунта на 400 метров. Этот факт серьезно настораживает исследователей и требует тщательного мониторинга. Интерес вызывает и зона каскадной субдукции, которая простирается на 970 километров от Канады до Калифорнии. Здесь возможно возникновение землетрясений ужасной силы, превышающей 8, а возможно и 9 баллов. Это может вызвать мега-цунами, представляющее угрозу для западного побережья США. Разломы — это не просто трещины в земной коре. Это места, где постепенно накапливается энергия и затем внезапно высвобождается, вызывая спонтанные и разрушительные землетрясения. Это подчеркивает важность изучения активности разломов и точного предсказывания возможных сейсмических событий. Изменения в уровне грунтовых вод тоже вызывают обеспокоенность. Хотя их влияние на сейсмическую активность требует дальнейшего изучения, нельзя отрицать, что колебания вод могут изменять напряжение в земной коре. Пока ученые собирают данные и анализируют возможности, природа продолжает демонстрировать свою силу. В прошлых главах мы уже увидели, как различные феномены меняют нашу планету, и это далеко не конец захватывающих открытий на пути исследования изменений топографии Земли. Изменения в грунтовых водах. Как ни удивительно, грунтовые воды, кажущиеся неподвижными, на самом деле подвержены значительным колебаниям. В природных условиях уровень грунтовых вод может изменяться на несколько метров в течение года из-за осадков и геологических факторов. Центральная Калифорния — яркий пример того, как чрезмерный водоотбор для сельского хозяйства привел к страшным последствиям. Оседание почвы здесь местами превышает 7 метров, создавая огромные проблемы для инфраструктуры. Оседание — результат активного водоотбора, который истощает грунтовые воды. И это вызывает обеспокоенность у инженеров и жителей. Оно может нарушать транспортировку воды и способствовать разрушению конструкций. В городе Фресно, например, канал, построенный еще в прошлом веке, серьезно пострадал из-за подобных изменений. Однако не только недостаток, но и избыток грунтовых вод может вызывать эффектные последствия. В пустынных регионах повышение уровня грунтовых вод может возникнуть после хотя бы умеренных осадков, влияя на геологические процессы и структуру почвы. Хотя образование оазисов — это длительное геоморфологическое явление, которое требует сложного содействия природных процессов, оно все же удивляет своей масштабностью. Ученые разрабатывают методики прогнозирования уровня грунтовых вод, основываясь на данных о климате, осадках и геологии. Хотя точность таких прогнозов порой ограничена, они позволяют лучше понимать и управлять этим ресурсом. Оседание почвы, отражающее долгоиграющие изменения в множестве как природных, так и антропогенных процессов, остается важным явлением, требующим дальнейшего изучения. Но чтобы дойти до сути, стоит заглянуть еще глубже, туда, где разломы открывают двери к древней истории нашей планеты. Рекордные оседания Земли. Не только Калифорния страдает от подобных проблем. В Токио, где урбанизация достигла масштабных размеров, оседание происходит из-за большого объема добычи воды. В Таиланде осушение природных болот и активное землепользование также провоцируют изменения топографии. Эти примеры показывают, насколько тесно связаны человеческая деятельность и физические преобразования поверхности Земли. Однако, что касается природных факторов, растворения карста и окисления торфа — еще одна группа причин оседания. Карстовые провалы и осушение болот вызывают естественное снижение уровня Земли, что присуще регионам с уникальными геологическими условиями. Это демонстрирует сложность и многогранность процесса оседания. Интересно, что изучение таких явлений помогает предугадать и предотвратить нежелательные изменения. Ученые постоянно работают над созданием моделей для точного предсказания оседания, учитывая климатические и геологические аспекты. Подобные исследования не только раскрывают тайны рельефа Земли, но и предвосхищают новые вызовы, с которыми нам предстоит столкнуться. И все же наши исследования далеко не закончены. Взгляните на морское дно, где неожиданные открытия подводных форм и образований, хранящие тайны эволюции, станут следующей вехой на пути к пониманию этого феномена. Открытие подводных гор. В Мировом океане скрыты тысячи подводных гор, и благодаря современным технологиям, таким как спутник FACSWOT и многолучевые гидролокаторы NOAA, их активно картографируют. Эти удивительные образования способны изменять привычные морские течения и создают особые условия для морских экосистем. Они замедляют течение, вызывая вертикальные потоки, которые поднимают из глубин воду, насыщенную питательными веществами. Такая активность способствует бурному развитию планктона и разнообразных видов морской жизни. Подводные горы играют неоценимую роль в
в распределении тепла и питательных веществ на океаническом дне. Их деятельность тесно связана с тектоническими процессами, в том числе с подводными вулканами. Примером может служить гора Аксиал, активный подводный вулкан в Тихом океане. Изучение таких вулканов позволяет улучшать климатические модели и выявлять потенциально опасные геологические зоны, корректируя наше понимание об океанической динамике. Недавно ученые картографировали новую колоссальную подводную гору высотой около 4200 метров возле Палау в западной части Тихого океана. Ранее неизвестное, это образование открывает новые горизонты для научных исследований. Подводные извержения способны вызывать драматические изменения, формирование новых островов, добавляя загадки к пониманию наших океанов. Эти открытия придают особый смысл изучению морского дна и вдохновляют на дальнейшие исследования. Но какие еще открытия ждут тех, кто решится исследовать неисчислимые глубины океана? Слияние и исчезновение островов. Тувалу — это не просто несколько небольших островов, а 9 уникальных территорий, из которых 6 представляют собой атоллы. Эти острова стоят на переднем крае борьбы с глобальным потеплением, сталкиваясь с одной из самых серьезных угроз — повышением уровня Мирового океана. Уже в 90-е годы прошлого века вода наступала на сушу со скоростью до 40 мм в год, что значительно превосходило средний глобальный уровень. Ученые пророчат, что к концу 21 века 95% территории Тувалу может уйти под воду. Это грозит самой настоящей катастрофой, ставя под вопрос не только физическое существование, но и статус государства страны. Однако уже сегодня жители сталкиваются с насущными проблемами. Соленая вода проникает в водоносные слои, ухудшая качество пресной воды. Исторические следы Второй мировой войны оставили свой отпечаток на Тувалу. Так, на атолле Фунафути воронка от взлетно-посадочной полосы, созданной американскими военными, вносит свой вклад в современную эрозию береговой линии, где для строительства добывали грунт. Эти процессы, как геологические, так и антропогенные, делают Тувалу и подобные острова важными индикаторами глобальных изменений. Изменения здесь отражают не только колебания геологических эпох, но и способность экосистем и местного населения адаптироваться к новым вызовам, предоставляя ученым уникальную возможность изучать эти явления на всех уровнях.